Наверное, каждый из нас чего-то желает. Ну, если не каждую минуту, то как минимум раз в час это точно. Для того, чтобы узнать, что такое желание и как с ними бороться, мы сегодня пригласили к нам в студию Рами Блэкта, писателя, исследователя и учителя гармоничного развития личности. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить о том, как трансформировать из чего-то состояние «хочу» в состояние «есть». Что такое желание? Где они вообще рождаются? Тут смотря какие желания еще. Вообще вы сказали чуть ли не каждый час. Согласно даже последним научным данным, у нас десятки тысяч желаний в день. Или мысли в нашей голове. Осознанно или неосознанно, мы постоянно чего-то хотим. И тут очень важно, на каком уровне живет человек. Если он живет на уровне ума, то он хочет все, наслаждать свои чувства, эго расширять, получать что-то для своего удовольствия, какую-то стабильность в этом материальном мире получить и так далее. Если мы живем на уровне души, то мы живем в блаженстве, и там совсем другие желания. Поэтому тут вопрос, какие желания вы хотите развить. Например, древняя восточная психология, современные многие психологические техники, Всемирная организация здравоохранения говорит, что здоровье — это гармония на 4 уровнях: физический, социальный, интеллектуальный и духовный. И сейчас мы говорим тогда про интеллектуальный уровень, потому что человек, который развит гармоничен на интеллектуальном уровне, он может правильно ставить цели, их достигать, и самое главное, он может контролировать ум и чувства. А скажите, пожалуйста, а разве сам механизм возникновения желания, неважно, на духовном уровне они находятся или на материальном, он разный? Конечно. Серьезно? Да, и материальный, он очень же... Мы живем в эпоху раху, так называемой энергии, когда желание стимулируется. Ведь большинство, большинство маркетинговых компаний, они же как делают? Их задача продать то, что вам не нужно. Продать то, что вам не нужно. То есть у вас желания нет, так возбудить желание. Поэтому, например, в древней восточной психологии, практически во всех школах, говорится, не смотрите на внешнем уровне человека, где он находится, что он делает, например. Посмотрите на его желания. И православные мудрецы, они в том числе, я помню, читал еще в 96 году книгу православных средневековых мудрецов. И там говорят очень мудрые мысли, очень просто потрясающие вещи. И одно из главных вещей, что надо смотреть на человека по его мотивам. И не важно, что мы делаем, важно, какие мотивы нами движут. И наши желания также могут возникать. Если вы общаетесь с жадным человеком, вы станете жадным, у вас появится желание все как-то охранять, кушать по ночам под одеялом, любимый тортик без никого и так далее. Если вы общаетесь со святыми, с более продвинутыми личностями, вы набираетесь энергии, набираетесь высших знаний, бескорыстием, у вас появляются совсем другие желания. А вот сами вот эти мотивы этих желаний, они откуда? Мотивы, как правило, от общения. Бхактивинод Тхакур, знаменитый, известный святой, общественный и политический деятель конца XIX века из Индии, один из мудрецов, скажем так, за последние 150 лет в Индии, он говорил, что мы сейчас есть то, с кем мы общались раньше, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. Поэтому наши желания возникают от общения. И общение не только, как мы с вами, ла-ла-ла, там, сейчас так визуально, аудиально, и общение через интернет, через книги и так далее. Желаниями мы проникаем, но есть желания, с которыми мы воплощаемся, которые мы в прошлой жизни не выполнили, и мы воплощаемся, у нас есть желания какие-то. Они также касаются и бытового уровня, и более глубинного, высокого, и касаются так называемых кармических задач человека еще. А вот эту карму, ее в принципе в целом как-то поменять можно? Или все, то, что пришло, какой-то шаблон мне дали, я в него втиснулся, получил там некое тело, и все, теперь с этим должен жить в течение там, кто-то там 10 минут, кто-то там 10 лет, кто-то там 100 лет. Сейчас слово карма, закон кармы, это такой стал какой-то глубоко эзотерический закон. Это в принципе санскритское название, что за каждое действие идет противодействие. Это то, что и современные физики пришли, то, что в этом мире все взаимосвязано. Конечно, мы приходим сюда с определенной судьбой, и моя работа — это как раз узнать эту судьбу, кармическую задачу, и помочь человеку ее изменить. И так как я в этом уже 20 лет, я могу сказать, что судьбу можно изменить. Да. Но можно до какой-то, не 100%. Есть вещи, которые мы изменить с вами не можем. Вот я, к сожалению, хочу заметить, что навряд ли мы так, даже сколько бы ни молились, пранаяму не делали, там, йогу, еще, у нас такая шевелюра уже в этой жизни навряд ли будет натуральной. Вот, поэтому, по большому счету, есть вещи, которые мы можем изменить, есть вещи, которые мы не можем изменить, надо принять. Например, мы с вами родить не можем в этой жизни.
Видимо, нет. Видимо, вы в этом Говорят, сомневаетесь. большой да. приз дадут. Я это изучал в институте, все, попытаюсь в это тоже поверить, успокоить себя как-то. Ну, так или иначе, мы родить не можем. Но и у нас есть вещи, которые мы, так называемые, ограничены. Но, с другой стороны, это правила игры. Потому что мы приходим в этот мир, есть какие-то правила. Вот ты такой, у тебя такая реальность. Но есть вещи, которые мы можем, да, изменить. И в этой области как раз-таки восточная психология, она очень рекомендует и работать. Те вещи, которые мы не можем изменить, их нужно принять. Например, в Рамайне говорится, что все, что случается с нами неожиданно и помимо нашей воли, это судьба, это карма, так называемая. И вот, ну, вы, например, идете, спотыкнулись, упали, ногу сломали. Это судьба. Не надо кричать ничего, ну просто позвонить доктору, там, вылечиться и все. Увидеть, какой в этом урок. Потому что каждая ситуация – это урок. Таким образом, есть вещи, которые мы можем изменить, есть вещи, которые мы не можем изменить, их нужно принять. И есть вещи… Где взять силы на то, чтобы принять то, что я не могу изменить? Это можно только с подлинным духовным ростом. И, кстати, у меня вот книга вышла, как только вышла, «Сделать большую победу», как из любого кризиса сделать большую победу. Это тоже в нас заложено на самом деле, потому что кризис даже на Востоке, вот в Китае, к примеру, иероглиф кризиса, он подразумевает и возможность. И по-настоящему успешный человек, это касается политики, бизнеса, духовной жизни, он может из любого негатива, из любой кризиса, он может выйти победителем и очень успешным человеком. Как? Если коротко сказать, как мы можем изменить свою судьбу, это зависит от уровня развития личности. Чем более человек бескорыстный, чем больше он живет в состоянии присутствия здесь и сейчас, чем больше, самое главное, у него безусловной любви, тем больше ему дается возможностей. Потому что, ну, представляете, сейчас каким-то папуасам там бегают на островах, злые, все, им взять, дать там пушки, там, атомные или автоматы, это, ну, только идиоты это могут дать, или американцы, я не знаю. Так или иначе, и также человеку, который на примитивном уровне развития сознания, если ему дать большие возможности, то он натворит больше бед. Поэтому Вселенная старается ограничивать таких людей максимально. Но у людей, у которых обычно высокий уровень развития души, личности, им даются большие возможности, чтобы что-то творить, менять свою судьбу. У людей, у которых примитивный уровень сознания, большой уровень эгоизма, они живут, душа, там, кусок мяса, баба, да. И у них, в принципе, на руке написано по карте, так в ауре можно прочитать их судьбу, и там практически ничего не изменят. У них нет желания, нет внутренней силы даже что-то менять. Для того, чтобы внутренне что-то менять, в первую очередь нужно это захотеть. Мы имеем то, что мы желали раньше, Будда говорил. И в будущем мы будем те, какие у нас желания сейчас. Это, да, с общением зависит, но наши желания определяют нашу жизнь. Потому что нужно просто посмотреть на свои желания, чтобы узнать свое будущее. Если у нас желание отрубить кому-то голову, кого-то наказать, такая невежественная, то и будущее такое, соответственно. Если у нас желание саморазвития, желание бескорыстной любви, служить другим, и, соответственно, будущее такое. Поэтому нужно отслеживать свои желания. Вот сейчас очень много проходит разных курсов, разных тренингов, там, мужской силы, там, женственности или еще чего-то. Очень многие люди идут на эти тренинги, хотят свой потенциал увеличить, как-то изменить свою жизнь кардинально. Почему это не у всех получается? Это зависит от судьбы. Я веду периодически, на год я беру несколько миллионеров, людей, мультимиллионеров, очень богатых, и веду там, смотрю, что у них по судьбе, как им помогаю, вот, там, бизнес, какие-то вещи. И я брал одного мультимиллиардера из Европы, он почти миллиард, у него сотни миллионов долларов доход, и мы с ним путешествовали по Новой Зеландии, небольшая группа, и мы общаемся с ним, и он говорит, вот ты знаешь, есть вот... У меня такой, два человека, и что-то он сам с собой рассуждает. Один такой ответственный, один так все работает хорошо, все. У него не получается что-то. Он работает там с 7 утра, уходит позже всех, у него что-то бизнес не идет. А я карты сделал, и я ему... нет, я вначале ему сказал, говорю, вот этот у тебя не получится. Я говорю, не ставь, не бери на работу, он тебе принесет разрушение твоей фирмы. Да нет, он говорит, он так работает. Я говорю, это не важно. Есть такое понимание, как карма. Есть судьба. Если по судьбе не положено, мы часто идем, куда наша гордыня ведет. Вот я пойду работать топ-менеджером, а это, может, не наша судьба. Может, даже какое-то время у нас будет что-то получаться, но в результате мы потеряем с других сфер жизни, с здоровья, личная жизнь, дети и так далее. Поэтому очень важно идти своим путем еще. У каждого из нас есть предназначение, есть своя, так сказать, карма. Насчет того, что каждый развивается... Как вы говорите, сейчас много курсов. И действительно, я видел там в русском интернете, есть там «Оттопыриваем чакры», $100.
Вот. Потом исполним все желания. Техник. Это на самом деле в какой-то степени сатанистический, то есть, потому что такое сатана? Ну, в таком энергетическом... Это эгоизм, такой плотный эгоизм. И когда вы сильному, ну, такому эгоисту говорите, мы усилим твои возможности, вы даете оружие папуасу. Это очень опасно. Поэтому в первую очередь, если человек развивает силы внутренние человека или физически, он должен также развивать его, самое главное, душу, чувство бескорыстия, присутствие в настоящем моменте. Обратите внимание, во всех единоборствах, особенно восточных, ну даже в Советском Союзе было раньше правило, вот я занимался боксом, борьбой, было одно из правил джентльмена, тебя учили, что ты учишься, чтобы защищать девочек, слабых. Ты должен это использовать в служении Родине и так далее. Ты не можешь просто пойти набить кому-то физиономию. Это считалось, наоборот, ну, такой признак, ну, как бы низкого уровня. Да, слабости. Ну, что это такого? Ты ходишь 5 лет, тренируешься, пошел, набил физиономию какому-то ботанику или 3 ботаникам. Ну, что это? Как бы чревато. А вот развитие тонких сил, это еще более опасно. Манипуляционных техник, как вот завладеть. И эгоистам очень важно это. Они хотят завладеть больше, такие мистические. Но это очень опасно, может быть. После смерти, такой у нас разворот в беседе, после смерти очень многие желают попасть в рай. Есть такое желание очень у многих, я насколько знаю. Эти желания сбудутся? Ну, я думаю, в первую очередь, это лучше, чем желать попасть в ад. То есть мотивация уже хороша. Конечно, лучше попасть в рай, но с другой стороны, очень важно понять, что мы живем в состоянии здесь и сейчас. Если мы живем в состоянии здесь и сейчас, мы живем здесь правильно. Нужно уметь обустроить здесь уже, ну как сказать, мы можем жить как в раю. Царство Божие внутри нас. Мы можем жить как в духовном мире, находясь даже в материальном мире. Это зависит от наших желаний, от нашего присутствия, от нашего осознания. В принципе, это одна из манипуляций религиозных, догматических, тотальных организаций, что ты это следуй, попадешь в рай, попадешь в духовный мир, читай столько мантры, читай столько молитв, ходи в церковь, столько жертв. И это. Но нельзя. Если говорим про духовный мир Царства Божия, оно абсолютно, оно не имеет к материальному отношению. Там нельзя купить какими-то пожертвованиями, там можно купить только безусловной любовью. Рай может заработать, да, жертвуй бедным, там, служи бескорыстно, что-то делай, помогай другим, и ты в рай более высокий, ну, уровень сознания ты попадешь. Но это тоже временно, когда-то мы упадем и оттуда опять сюда, или может еще ниже. Вернемся на нашу землю. Вот говорят о том, что болезни, они являются определенными сигналами. Вот, но тем не менее, почему-то, ну, вот есть люди хорошие, есть люди плохие. Почему болеют и те, и другие? Хорошо, это очень мудрый вопрос, и его часто задают. Но для того, чтобы его понимать, нужно понимать закон кармы, закон судьбы, как мы живем. Дело в том, что рождается ребенок, у него уже есть судьба. Вот у меня дочь старшая родилась, я, например, там вышел, тихая комната была в госпитале, набрал на интернете, посмотрел ее карту, посмотрел знаки на руках, и теща как раз приехала, я ей рассказал 5 точно случаев в характере, что будет, ну, примерно судьбу дочери. То есть ребенок родился, уже есть его судьба. Откуда она берется? Она берется с прошлых наших воплощений. Кто-то рождается богатым, кто-то красивым, кто-то счастливым, ну, с детства более таким жизнерадостным. Кто-то рождается негром в Африке, понимаете? Кто-то негром там, черным в Америке, извиняюсь, больным. Кто-то еще что-то. Это есть судьба. У каждого из нас есть судьба. И она заработана предыдущими нашими воплощениями. И я просто с этим работаю. Я не верю в это, не то, что я просто вижу это. Уже, знаете, я больше 10 тысяч людей так прикидывал, проконсультировал, на тренингах были. Я уже видел, у меня есть научные данные, скажем так, и с детьми, со взрослыми. Поэтому у нас есть у определенных, ну, так называемая судьба, которая определяется нашими прошлыми желаниями. И как это связано со здоровьем? И это связано со здоровьем. Вернее, даже не столько с здоровьем, сколько с болезнями. Вот. Да, и у каждого есть болезни. Дело в том, что мы много жизней воплощались. Многие говорят, вот эта бабушка, она 10 лет ходила в церковь, все равно она кашляет, болеет. А вот этот гад, козел такой живет лучше на машине, чем я езжу, там что-то обманывает. Но я таким людям успокаиваю, говорю, ну вы не бойтесь, когда-нибудь он заболеет. Они, да, правда. То есть это вот. Но если говорить чуть серьезнее, законы кармы, они очень тонки, они не так примитивны, что вы пошли в церковь, там бедному помогли, раз болезнь прошла. Это будет способствовать, но это не обязательно. Ведь никто из нас точно не может сказать, что он последние 10 жизней был святым. Кто тут может сказать? Никто не может сказать.
Поэтому, очевидно, мы делали ошибки, и есть уроки. Но есть души чистые, которые приходят в этот мир, специально выбирают тяжелые воплощения, специально набирают тяжелые уроки, пройти болезни тяжелые, рождаются в более тяжелых болезнях, чтобы более серьезно и глубже пройти духовные уроки. Потому что, если вы посмотрите, то мы в основном приходим к божественному через болезни. У меня сразу есть несколько вопросов, но вот действительно, вот вы уверены в том, что приходят души в этот мир, и прежде чем прийти, делают вот этот выбор, там, серьезной болезни какой-то, а серьезная болезнь — это равно серьезные страдания, потому что это страдания как для этой души, так и для большого числа их близких. То есть неужели действительно там душа и близкие может... тоже выбирают, это тоже не случайно. Есть кто-то Это выбирает осознанный выбор? Конечно. Особенно если уровень души высокий, человек может сам выбирать. Но это не кажется, простите, что я перебиваю, это не кажется каким-то этапом преодоления, это кажется наказанием. Это, вот списать это на закон кармы очень легко, когда ты видишь, что вот родился человек, и он уже больной, там порог сердца или еще что-то такое. Когда человек живет там несколько мгновений иногда бывает. В чем выбор здесь? То есть какое здесь преодоление? Здесь нет никакого преодоления, это в чистом виде страдания, это как зло концентрированное. Дело в том, что вы размышляете, как некоторые христианские проповедники, которые говорят, вы делаете это, и вы попадете в рай, и в этой жизни болеть не будете. Или у евреев это принято, соблюдай там 617 заповедей, и ты будешь там здоров, хотя по жизни такое... 613. Да, 613, извините. Выполняй сколько-то заповедей, и ты будешь счастлив и так далее. Но дело в том, что абсолютную истину нельзя познать именно этими вещами. И вы понимаете, вы рассуждаете сейчас, как вот, ну, может, религиозные какие-то вещи. Вы рассматриваете, что страдание – это зло. Но вы рассматриваете, и это от сатаны. А вот если человек не болеет, это от Бога. Но для того, чтобы стать по-настоящему верующим, нужно научиться видеть Бога во всем. И если мы болеем, мы принимаем это как высшую волю. Мы любим свою болезнь как часть абсолютной истины. И страдания нам даются, чтобы очистить душу. В этой вселенной не придуманы страдания. Мы сами своим неправильным поведением, экологией, нашим мировоззрением, поступками мы притягиваем себе страдания. Но страдания далеко не всегда плохи. Не всегда фильм «Трагедия» менее интересно смотрится, чем комедия. И иногда через страдания мы приходим как раз-таки к более абсолютной ценности. Я консультировал многих людей, которые были инвалидами, там 20-30 лет, они сидели с детьми-инвалидами, но через эти страдания они пришли к божественному, они пришли к божественной любви. И с позиции абсолютной истины их жизнь совершенна. Они пострадали каких-то 20-30 лет. По сравнению с вечностью это вообще ничто. Но они пришли к глубочайшей самореализации. Они очень счастливы, они живут наполненной жизнью. А есть люди, которые... Вот, я консультирую людей из Швейцарии, Западной Европы, в Канаде, в Штатах. У них просто карма хорошая, вот судьба. Они пришли, родились там в богатой, интеллигентной семье, у них много денег, они живут... Они просто растрачивают то, что они заработали. Их жизнь бесполезна. Они умирают в конце жизни. Ну и что они достигли? Поэтому, если вы смотрите с духовной точки зрения, то страдания это неплохо, это не всегда плохо. Их не нужно притягивать, хотеть, но если они приходят, вы правильно проходите, вы через них растете. И более того, только через какие-то страдания или, как говорится, например, в Ведах, аскезы, вы можете расти, мы можем расти. Силой аскезы я творю этот мир, в Шримад-Бхагаватам говорится, это одна из основных ведических писаний для нашего века. Это абсолютно истина, говорит. То есть, ну, это пример для нас. Если вы посмотрите, вы хотели создать эту студию, эта студия, вы большие молодцы, что это делаете. Такого в мире практически единицы. Вы сатвичное, то, что сейчас российское телевидение, американское, это просто тупит людей. Оно превращает людей в зомби тупорылых. Вот. Вы делаете огромную работу, вы делаете на свое время, на свои деньги, вы вкладываете огромное количество энергии. Это аскеза, не так ли? Вы же не пришли сюда, все у вас написано, все у вас компьютер. Вы заработали. Если вы хотите выучить язык, вы должны по какое-то время потратить на это, понимаете, это аскеза. Но потом вы выходите, вы общаетесь. А кто-то дурак такой лежал, как на пляже, так и лежит. Yes, сколько стоит, скажи, что-то не по-английски говоришь, понимаете. Поэтому вы хотите, например, вот я видел, у вас тут несколько женщин работает и так далее. Они хотят ребенка, они должны пройти этап беременности, родов, скормить и так далее. Это тоже аскеза, но это огромная радость. Поэтому не нужно бояться страданий.
Страдание – это часть этого мира. И более высокие души, они либо приходят, они говорят, я хочу полюбить Бога и сделать это, я готов на аскезы. А есть некоторые души, говорят, Бог, я хочу, чтобы ты был счастлив. Что ты хочешь от меня? Хочешь, я приду как учитель сюда, хочешь, я приду там, согласно твоему плану, буду страдать. Потому что когда преданная душа, он готов на все ради того, чтобы Бог и его духовный учитель был счастлив. Поэтому это другие понимания абсолютной истины, реальности. Я отчасти с вами согласен, но мне хотелось бы все-таки разделить. Да? Вот когда душа выбирает аскезы, это понятно. То есть аскезы – это как спортивные соревнования. То есть я должен пробежать быстрее, да, или там я на гору повыше залезть. Мы сейчас не берем вот этот вот уровень, да, но мы понимаем, что аскезу можно выбрать. Но выбрать страдания – это кажется очень сомнительным. Так аскеза – это другой термин страданий. Нет. Это может быть… Нет, потому что аскезы, опять же, извините, если я, может быть, слишком какую-то… Может, разная терминология. Так, да. Может, да, может, действительно надо сейчас будет объяснить. Как правило, вот в этой жизни аскезы люди выбирают, если они осознанно их выбирают, они делают этот выбор только тогда, когда им объяснили значение этой аскезы. Но никто не выберет болезнь, никто не скажет… Знаете что, вот все у меня в жизни настолько хорошо, что я бы хотел, хотя лукавлю на самом деле, потому что знаю, что были святые, которые молились о том, что, Господи, вот я здоров, ты, наверное, забыл меня. Знаю такое, да, наверное, я не прав в этом плане, но тем не менее, вот в широком понимании это, наверное, вот уже уровень святого человека, может быть, он немножко по-другому выглядит. Но для рядового человека выбрать аскезу понятно, это ты взял на себя груз, и ты его тянешь. Выбрать болезнь сильно сомневаюсь. Вы очень правильно говорите. Я же сказал, что это на высоком уровне люди выбирают. И осознанно. Что такое цельная жизнь? Это жизнь, когда есть у нас цели, когда у нас есть планы. Поэтому очень важно иметь интеллектуальный уровень, уметь правильно ставить цели и достигать. Когда мы выбираем эту цель, например, мы выбираем цель удовлетворить духовного учителя, мы выбираем цель, к примеру, выучить английский, все, мы идем на какие-то жертвы, скажем так. И в этом мире мы все можем достигнуть жертвой. Кто-то жертвует свое время, усилия, но это возвращается. Я помню, например, у меня был случай, когда меня попросил мой духовный учитель много лет назад там помочь людям, несколько десяткам, там им отвезти что-то, скажем так. Мы поехали, мы замерзали, у нас там попал в двигатель, что-то какой-то грязный был, там, не знаю, топливо еще, и мы стали замерзать, и мы 3 часа в легкой практически одежде при минус 19, сильный ветер, мы провели в лесу, и потом мы были отморожены, я еле ходил там и так далее, еле откачали нас. Но это было счастье, которое я никогда в жизни не испытывал. Я говорю, Бог, если ты хочешь, ты послал меня, я делаю то, что от меня требуется, я служу людям. И это счастье, которое я испытывал, для меня это был уроком, потому что я, в принципе, такой большой эгоист с рождения горда. Я думаю, вы видите, как хороший психолог. Но даже в моем гордом сердце вдруг я понял, что что-то здесь не то. Никакой логики, ты умираешь, а потом ноги стали, когда, знаете, в тепло попадают и руки отмороженные. Очень больно. Да, знаю. Это больно, это аскезы. Кстати, это было за 2 дня до Нового года. Все празднуют, а ты здесь в этом снегу. Я никогда таких, можно сказать, страданий не испытывал. Я испытывал, когда был в спецвойсках, у нас тоже мы там спали в лесу, но там вообще непонятно зачем. Все жевали полегче как-то. И не было внутреннего удовлетворения. И тут нет никакой логики. Мирской, я страдаю так, как я никогда не страдал. Это ужасный холод. Я взял помню, трос железный, у меня руки к нему, я пытался его содрать мне вместе с кожей. Это боли были сумасшедшие. Я вообще не люблю холод. И тогда мне пришлось его полюбить. Но я сказал, Бог, раз ты послал, если хочешь, я делаю это как служение людям. И никогда такого счастья не испытываю. Я вдруг понял, что такое. Я всю жизнь пытался под себя, даже духовную жизнь использовать, а тут я служу другим. Как меня попросил учитель, я умираю практически, а если я выживу, я буду страдать еще долго после этого. Я делаю то, что просили. Но благодаря этому у меня были такие реализации, которые… Я готов, может быть, еще один раз так оказаться в лесу, и не один. Поэтому ради этого счастья. Но вы правильно сказали, должна быть цель. Мы должны это делать осознанно. Не просто тупо, страдания хорошо, Бог, давай. Зачем вообще чего? Потому что для мудрого человека самое лучшее средство, как говорил Шивананда с вами, один из великих святых 20 века, он говорил, больничная палата – это лучший духовный класс, скажем так. А для человека, который бесцельная жизнь, для него палата, Бог, куда ты смотришь, меня сатана тут поместил, ты что?
Поэтому хорошо и плохо – это понятие ума. Если мы живем духовной жизнью, если мы стремимся жить безусловной любовью, то мы живем в состоянии присутствия. И у нас хорошо или плохо – это совсем другие ценности. Все, что нас приближает к бескорыстию, все, что нас приближает к присутствию, все, что нас приближает к божественной любви – это хорошо. Все, что нас отдаляет, это ужасно, это адски. Даже если мы начинаем жить во дворцах, у нас там много каких-то возможностей материальных, но мы при этом становимся черствыми, эгоистичными, гордыми, то это путь в ад. И для разумного человека он лучше выберет быть более в простых условиях, но главное это внутреннее состояние любви и присутствия. То есть все-таки желания можно разделять на плохие и хорошие? Можно. Вам хочется разделить, скажем так, можно. Нет, смотрите, у меня нет задачи, вернее, как сказать, моя задача заключается в том, чтобы услышать вашу точку зрения. И вот это мне наиболее ценно. Желание, конечно, нужно, но по большому счету, как я уже сказал, на духовном пути это даже не хорошо или плохо, это приближает к божественной любви или нет. Если мы чувствуем, мы живем осознанно, мы кому-то служим, внутреннее счастье увеличивается, значит мы на правильном пути. А если мы ходим на хорошую работу, там у нас, не знаю, Lexus, Mercedes, еще что-то, вертолет свой, но внутри все больше скребутся с кошки. Это путь как раз не в рай, мягко говоря. Не на внешнем уровне, не на внутреннем. Это значит путь, что мы не идем туда. Есть такой хороший показатель богатства, и все, если не все, то большая часть людей на планете, она так или иначе хочет богатства. Кто-то в виде того, чтобы у него там было побольше бусиков, а кто-то, может быть, в виде там 3 дополнительных вертолетов. Но, тем не менее, богатство люди желают на разном уровне. Как правильно поступать вот с этим термином вообще богатство в жизни высокоразвитого человека? То есть надо принимать то, каким оно есть, да? То есть я сейчас хожу на работу, мне платят там 10 рублей в час, а то и 2 рубля в час. И вот я должен терпеть это. Или же наоборот, надо все-таки выбирать некий путь повышения своего материального благосостояния и как-то с этим работать. Я не знаю, я про свой случай могу сказать. Я жил в нищете долгие годы, жил монахом, я жил там во дворцах, у меня хорошие машины были. Меня возили на вертолетах, самолетах. Я вам скажу, если у вас есть семья, дети, то лучше быть богатым. Вот, материально, если у вас выбор. Но, вы понимаете, законы этого мира таковы, что не важно, сколько у вас денег, важно, как вы к ним относитесь. Это во многих духовных путях говорится, не важно, сколько у тебя золота, важно, как ты к нему относишься. Если ты к нему относишься как просто, это Бог тебе дал какое-то время использовать твои ресурсы, чтобы, это твоя карма, какое-то время пожить, ты спокойно, окей. Если это уходит, ты вдруг оказываешься на улице, так же спокойно принимаешь как волю Бога, тогда ты имеешь право обладать всем, что ты не боишься потерять. То есть к чему ты не привязан. Поэтому да, это лучше. В наш век, чтобы иметь хорошую медицину, например, хорошие продукты, жить, например, на природе, в хорошем доме, ездить, там, я не знаю, не на разбитой машине, где вас укачивают старые, нужны деньги. Хорошо. Но не привязывайтесь к этому. Просто относитесь, что это Бог дал вам. Вот у меня машина есть, например, жена, я просто отношусь, это Вселенная дала как на съем, просто для того, чтобы я, служил семье, служил всему миру, и все, когда-то заберет, хорошо, что делать. Вот. И тогда очень легко, это правильное философское, на мой взгляд, понимание, это один из главных успехов в бизнес-психологии. Потому что бизнес тоже, я знаю, сейчас в России очень популярны бизнес-тренинги, там команду построить, маркетинг. Но иногда карту сделаешь человека, да пусть он хоть маркетинг сделает, пусть он хоть вкладывает, он потеряет все любые деньги, понимаете? Потому что все зависит от нашего внутреннего сознания в итоге еще. И как мы к этому относимся, к богатству. И вот получается, вы уже не первый раз за время нашего разговора говорите о том, что вот я посмотрел карту, и видно, что человеку лучше не соваться там в эту область, или там посмотрел в эту карту, увидел, что у него там страдания или еще что-то. Но в большинстве своем люди не знают о том, что у них уготовано, и они пытаются тыкаться и проявлять свои желания в виде там пойти в бизнес, там развалить все, пойти в семью, развалить все. Ведь есть люди, у которых вообще ничего не получается. Это что? То есть вообще все закрыто? Да, потому что мы откинули знание каких-то духовных тонких законов.
Поэтому я специально создал школу, которая на сегодняшний день, насколько я знаю, одна из самых больших в мире, древнеиндийской астрологии. И вообще, как человека читать, психологии, как человека читать по виду. Вот у вас на лице ваша судьба, на руках, я уже быстро прикинул, когда перед тем, как я сел, на ваших операторов посмотрел. То есть уже на лице. Ведь есть в Ведах такой раздел, когда по физиогностике, он как-то по-русски так произносится, когда вы по лицу, вы можете очень хорошо человека прочитать. Тут его сказано, уровень интеллекта, его сознание. Ну, конечно, глаза, качество души, но размер тела, интроверт, экстраверт, по руке. Вселенная голографична. Тут мы можем прочитать, знать судьбу, его таланты намного глубже. Даже знаменитейший, я думаю, один из величайших психотерапевтов 20 века, Карл Юнг, он говорил, что знание гороскопа, оно заменяет 20 часов работы психотерапевтом. Но это еще знание западного. Дело в том, что просто нашу культуру сейчас очень много, я там по русскому телевидению увидел ночью какие-то там астрологи говорят, что-то говорят. Я думаю, это вообще больные люди, что-то говорят, какую-то ерунду. Проблема, что еще мало кто реально может помочь, скажем так. Вот. Но сама эта наука есть. И тут очень интересный момент. Я, насколько знаю, в лекции один из ваших организаторов вашей студии, уважаемый Рузов, Годецкого, я вот специально его брал, это интервью, они очень хорошо объясняли, что такое в Ведах артха-шастра, что такое истинное богатство. Что богатство — это не когда у вас там много каких-то зеленых бумажек, но если у вас много там зеленых бумажек, которые скоро будут просто зеленым мусором, если вы живете, например, на 20 этаже, вы открываете окна, там этот дым, например. Если вы едите искусственную еду, вы утром встаете, куда-то должны бежать, вы живете не по предназначению, то это не жизнь, это бедность вообще, это какой-то, понятно, денег, и что? Богатство, если вы живете в доме, который построен по васту-шастре, то есть по изначальному фэншую, вы дышите чистым воздухом, вы кушаете натуральные продукты, вы общаетесь с близкими людьми, у вас есть время на общение с ними, понимаете, и так далее. То есть богатство — это вообще другое понимание. Для западного человека богатство — это счет в банке, да. Понимаете, чтобы платить больше процентов этой банковской системе, и все. Никакого смысла в этом нет на самом деле. А вы как человек, вы чего от жизни желаете? Безусловно, любви и присутствия. Спасибо. Спасибо вам большое, очень интересно. И быть счастливым, гармоничным на 4 уровнях: физическом, социальном, интеллектуальном, духовном. И обучить этому миллиарды людей. Миллиарды? Миллиарды. Вы ставите совершенно не мелкие задачи. И один из учителей, Бхактивинода Свами, он сказал, что невозможно, это из лексикона дураков. Я искренне желаю, чтобы ваши желания воплотились в жизнь. Все, спасибо большое. Вам спасибо также большое. Всего самого наилучшего. Уважаемые зрители, спасибо, что смотрите наш канал. Заходите к нам на сайт balanstv.ru. Там всегда найдете очень много полезных и интересных материалов. Всего доброго. До свидания. Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал Рузов.ру представляют уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе «В поисках бессмертия». Два друга отправляются в Гималаи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималаи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поисках бессмертия.ру.